Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. Вчера я ходила в магазин, накупила себе пряжи. Но, честно говоря, я не собиралась снимать видео по этой пряже, потому что сказать о ней особо нового нечего. Это обычная носочная пряжа от Alize. Единственное, я купила пряжу, которую я не очень люблю и практически никогда из нее не вяжу. Это Angora Gold от Alize. И купила я аж 3 моточка. И в конце видео я вам расскажу, зачем я взяла пряжу, которую я не очень люблю. Я обычно не снимаю видео о своих вязальных покупках, не рассказываю о своих вязальных планах, но это видео я решила снять для вас вот из-за этой ниточки. Я снимала 2 мастер-класса по вязанию пятки подкова, показывала, как я вывязываю вот такую чашечку. И под этим видео стали возникать вопросы, какую же синтетическую нить я добавляю в чашечку. Если вы не видели эти 2 видео, то оставлю вам подсказки, ссылки в описании под видео. И как раз вчера я была в магазине, но купила еще несколько цветов этой ниточки. И хочу вам показать, что за синтетическую нить я использую. Я сейчас перемещу камеру, чтобы вам было понятно и видно, и покажу эту ниточку, покажу этикетку и расскажу, где же я ее покупаю. Эту нить я покупала в обычном рукодельном магазине. У нас есть небольшой рукодельный магазин, в котором продается все для рукоделия, для шитья, для вязания. И там был большой стенд, где было очень много оттенков. Эту нить я увидела, наверное, года 2 назад, и стенд был прямо полный, было очень много цветов и оттенков. В этот раз цветов было гораздо меньше. Я выбрала несколько цветов, которые подходят к моей пряже. Вот так выглядит этикеточка. На ней написан полиэстер. Я постараюсь сфотографировать этикетку и крупно вот тут вам вставить ее, чтобы вам было видно. Еще что я на ней увидела, это 20 грамм в бобинке, номер 50. Что значит номер 50, я не знаю, но, возможно, швеи знают, может быть, это толщина нити. И еще я вот здесь увидела крючок и написано 20-21. Я не знаю, возможно, есть какие-то крючки очень тонкие с номерами 20-21, и, возможно, ими вяжут такой нитью. Возможно, делают какие-то поделки, я не знаю. Но это нить полиэстера. Номера цветов, я так понимаю, вот это 357, это номер цвета. Но говорить номера цветов я не вижу смысла, потому что, например, я купила вот таких 2 бобинки. На мой взгляд, они совершенно одинаковые. Я уже и на свету посмотрела, и в тени, и под лампой, и под дневным светом. На мой взгляд, они совершенно одинаковые, а вот номера на них стоят разные. Например, здесь 142, а вот здесь номер 548. И у меня уже достаточно много оттенков. Добавляю я только в чашечку, и в принципе ниточка расходуется очень медленно. Раньше я покупала нить вот такую. Это нить лавсановая, она очень тонкая. Смотрите, она как швейная нить, она очень тоненькая. И лавсановую нить я нашла только вот эту черную, еще была у меня белая. Также раньше я покупала капроновую нить в магазине для рыбалки и в строительном магазине. Бывает тонкая, бывает толстая, и когда я видела, я покупала тонкую ниточку. Также черного и белого цвета. Еще я находила обувную нить. Обувная нить бывает коричневого цвета. Но как я только увидела вот эту нитку в рукодельном магазине, я сразу накупила максимальное количество цветов, которые подходили к моей пряже. Я прямо брала вот так и подбирала. Вот цветов хаки очень много. И это все цвета хаки. И вот еще 2 цвета хаки я подобрала. Я пока не достаю
ниточку из упаковки, потому что нить так и норовит размотаться и запутаться. И чтобы ниточка не запутывалась, я одеваю вот такую резиночку, потому что если хранить клубочки, моточки вот так вместе, они обязательно запутаются. Посмотрите, сколько много цветов. Серый, темно-светлый, серый. Я подбирала под оттенки своей пряжи. Оранжевый, оранжевого было много. Единственное, было мне сложно подобрать под коричневый. Я взяла вот такой темно-коричневый. Но мне кажется, немножко отличается, но в принципе вполне подходит. Кремового цвета тоже вроде бы подходит. Синяя, но синяя это у меня давно была куплена, бирюзовая. Вот бирюзовую под эту ниточку я покупала. Лампа немножко делает темнее нить. На самом деле она светлее и не так заметна. Вот здесь в пяточке практически незаметно. Бежевый цвет. Коричневый я вам уже показывала. Много там цветов было, но я боюсь, что эту ниточку не так легко найти, потому что я посмотрела на Вайбересе и на Озон эту нить. Именно полиэстер я не нашла. Я нашла капроновую нить. Написано было нить капроновая, а в составе 100% полиэстер. Но там мало цветов, в основном базовые цвета, такие яркие, как в детских красках. Когда я стала монтировать видео и вставлять для вас фотографии капроновых ниток, которые я нашла на Вайберес, я увидела, что допустила ошибку, и в составе капроновых ниток указан не 100% полиэстер, а 100% полиамид. И когда я поискала капроновые нитки, то площадка Вайберес мне стала предлагать кучу разных цветных ниток, в составе которых был 100% полиэстер. Это были и тонкие нитки для шитья, и нитки для вышивки, и нитки для швейных машин и оверлоков. Только вы смотрите внимательно на толщину нити. Я нашла информацию, что полиэстер номер 50 – это нить толщиной примерно 0,7 мм. И эта нить не тонкая, она достаточно толстенькая. И для вязания носков толще бы нить я не стала брать. Для сравнения, лавсановая нить в 2 раза тоньше, чем нить полиэстера. Поэтому внимательно смотрите на толщину нити. Когда я искала капроновые нитки, мне попадался капрон толщиной 0,4, 0,8 и 1 мм. Дальше я вам расскажу о той пряже, которую я купила. Давайте посмотрим, какие цвета пряжи я выбрала. Из секционной пряжи я взяла 2 оттенка. Я не люблю, когда секции выкладываются в имитацию жаккарда, поэтому я выбрала из того, что было, только эти цвета. Мне понравился вот такой темный цвет. Здесь темный хаки, светлый хаки, коричневый, черный, молочный. Я понимаю, что цвет очень темный, и я не смогу из этой пряжи снимать для вас мастер-классы. Я планирую из нее вязать носки, 2 пары мужских носков для папы и для мужа. Конечно, этого моточка мне не хватит для 2 пар мужских носков, но я взяла к этой пряже компаньон. Темный хаки и светлый хаки. Если вам нужны будут цвета пряжи, я оставлю их на экране, чтобы не затягивать видео. Посмотрите, как классно они сочетаются. Одну пару я свяжу с темным хаки, другую пару со светлым хаки. И у меня еще останется достаточно пряжи. Мне нужен вот этот светлый цвет хаки, чтобы довязать носочки, которые я вязала еще в прошлом году. Один носок я связала, а на второй мне просто не хватило пряжи. Я взяла стандартную схему, просто ее доработала под свое количество петель. Мне кажется, эти носочки я вам уже показывала в различных соцсетях. Мне очень нравится переход от светлого цвета к темному через жаккард. Посмотрите, какие они прелестные. Также мне очень понравилась
Вот эта секционная пряжа. Здесь очень нежные оттенки зеленого, розового, желтого, оранжевого. Попадается фиолетовый, кремовый, молочный. Из этого оттенка я буду вязать носочки для себя. И в компаньон я выбрала вот такой темно-оранжевый цвет. Хочу резинку, пяточку и мысок связать оранжевым цветом, а чтобы остальной носок был вот таким цветным. К этому оттенку также подойдет молочный цвет. Так как у меня очень маленький размер, 37-38, обычно мне хватает одного мотка на 2 пары, если я комбинирую с другой пряжи. И я хочу вторые носочки связать хеликсом. Возможно, буду комбинировать или с молочным оттенком, или с этим оранжевым оттенком. Конечно, наверное, лучше бы подошел светло-оранжевый цвет, но светло-оранжевого просто не было в продаже. Из базовых цветов я выбрала светло-серый и темно-серый, коричневый, бежевый и темно-бежевый. Посмотрите, как сочетаются эти цвета между собой. В последнее время Alize Superwash стала очень тонкой, и я решила повязать из нее носки в технике ленивого жаккарда. Узоров ленивого жаккарда очень много. Я вам покажу 2 пары носков, которые связаны в подобной технике. Третью пару я подарила. Я вставлю вам фотографию, потому что те носки связаны из контрастной пряжи, и на них просто лучше виден узор. При вязании этих носков я использовала метод Helix и узор со снятыми петлями. Эти носки связаны из пряжи очень похожего оттенка, поэтому носочки получились не контрастными, но все равно они получились очень милыми и симпатичными. Для этих носков я использовала одну нить однотонного окрашивания, а другую секционную. И при использовании разных ниток у меня получился вот такой интересный эффект. Я планирую связать еще такие носочки, снять по ним мастер-класс. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, и будем вязать такие носочки вместе. Еще я взяла пряжу в виде травки. Это 100% полиамид. В конце прошлого года я покупала мастер-класс по вязанию игрушки елочки, но, к сожалению, игрушку я не связала, потому что у меня не оказалось нужной мне пряжи. Но в этом году я хочу все-таки связать эту игрушку, и как только увидела в магазине нужную мне пряжу, то сразу ее купила. Почему же я купила пряжу, которую не люблю и никогда из нее не вяжу? Потому что недавно я познакомилась с работами очень интересной мастерицы Юлии Гендиной, которая вяжет всякие интерьерные вещи в технике мозаики крючком. Она вяжет наволочки на подушки, пледы, покрывала, коврики. И мне так понравилось то, что делает Юлия, что я захотела попробовать себя в этой технике. Несколько лет назад, вернее 2 года, наверное, назад, я покупала вот такую пряжу, которая мне не понравилась. Я купила 2 цвета по 2 мотка, попробовала вязать из нее спицами, но она мне не понравилась в работе. Моточки по 100 грамм, 550 метров в мотке, 80% акрила и 20% мериносовой шерсти. Повязала я вот такие образцы, но мне пряжа не понравилась тактильно. Она неприятная на ощупь, она все время цепляется за кожу, она цепляется за заусенцы, которых мне казалось, что у меня нет, но после вязания из этой пряжи они обязательно появлялись. Поэтому я не стала вязать из этой пряжи, посчитала, что она мне не подходит. Но когда увидела работы Юлии, я захотела попробовать себя в этой технике, взять вот таких 2 моточка, добавить нить, которая подходит по характеристикам. Я выбрала Angora Gold, купила 3 мотка и хочу вязать так, чтобы фон был из Angora Gold, вот из такого темного хаки, а сам узор выкладывался
из секционной пряжи. Мне очень интересно, что у меня получится. Я обязательно покажу, что у меня получится. Вот и все. Рассказала я о своих покупках, о своих планах. Если вам понравилось мое видео, понравилось вязать вместе со мной, то подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. И я жду вас снова в гости ко мне на канал Клубок желаний.